Привет, уважаемые подписчики! Вы на канале КАЯ БТСА. Сегодня у нас обзор о пистолете, который призван заменить легенду пистолет Макарова в органах внутренних дел, а также в армии. Встречайте Форт 20 собственной персоной. Этот пистолет у нас уже попадался на канале. Мы рассматривали его в рамках новинок Форта года 2 назад. На сегодняшний день этот пистолет уже серийная модель. У меня выпуск довоенный. В клубе у нас есть 2 единицы. Данные пистолеты настреляли как бы немного относительно своего ресурса заявленного, своих возможностей. Но тем не менее настреляли уже какое-то количество выстрелов для того, чтобы сделать по ним резюме после эксплуатации. Этот пистолет настрелял более 1000. Потому можно уже смело говорить о том, что опыт эксплуатации у нас появился. И я хотел бы поделиться этим опытом с вами, сравнив его с конкурентами уже не с позиции, там взял, попробовал предсерийный образец сырой, а с позиции серийного изделия, которое побегало в клубе в разных руках, в руках и стрелков, и профессиональных военных, и профессиональных полицейских, а также просто любителей пострелять. То есть самый-самый разнообразный контингент уже щупал, дергал, стрелял этот пистолет на протяжении последних 1,5 месяцев точно. Все мы ждем закон Украины о короткоствольном оружии. Сейчас мы поговорим о Форте 20. Я намеренно собрал здесь, извините, пожалуйста, за посторонний шум, потому что я все-таки нахожусь на стрельбище. Специально сбросил фоточку в свой телеграм-канал с места съемки. Кстати, кто не подписался, обязательно подпишитесь, ссылочка в описании. Вот эта полоска, где вы можете прочитать, как найти этот телеграм в сети. И давайте вернемся непосредственно к объекту обзора. Форт 20. Это современный пистолет, выполненный в формате страйкера, то есть он бескурковый, он ударниковый, который конструктивно ничем не отличается от большинства представленных здесь на тесте. Я, конечно же, взял легенду и пистолет номер 1, пистолет Макарова, который присутствовал у нас в обзоре, которым очень круто можно открывать, например, бутылки от пива. Вот, кто не знал, вот вам даю подсказочку. Отличная открывашка. Ну, а также стрелять где-то в сторону, туда, в сторону мишени. Вот, но, тем не менее, взял еще, к тому же, FN 509, он попадался у нас в обзоре. Это такой себе, будем говорить, аналог Форта, оговорочка по Фрейду, аналог Глока 19, ЗИГ в этом же форм-факторе, непосредственно сам Форт. Для сравнения, конечно, немножко не то, но тем не менее у нас в кадре здесь ЧЗ P10F, который отличается от P10C конкурента Форта 20 только размерами. Ну и, разумеется, Глок 17, 19 Глок сегодня не приехал, потому будем довольствоваться тем, что есть. И сейчас уже при наличии опыта эксплуатации, опыта эксплуатации и конкурентных моделей можно понять, что это за пистолет, и сравнить его с другими. Но здесь у этого пистолета, наряду с тем, что он повторяет основные конструкторские решения своих конкурентов, есть ряд нюансов, которыми я хотел бы с вами поделиться. Это необычный предохранитель. Вот он. Тревога сейчас воздушная. Он амбидекстерный, имеет возможность снятия как левой, так и правой рукой. Выполнен он под указательный палец. Если ставится он достаточно как бы сложно, вот большим пальцем, что в принципе неплохо, то снимается он буквально одним движением. Вот так, все, предохранитель снят. Повторюсь, я не встречал раньше таких конструкторских решений, но когда познакомился с данным конструкторским решением поближе, понял, что по большому счету ничего плохого в этом нет. Да, надо заметить, что у Форта 20 есть модель со спусковым крючком с автоматическим предохранителем, который выполнен вот здесь посередине по типу глоковского, потому что надо понимать, что в принципе ориентировались конструктора с оглядкой на флагмана этой ниши, это Глок 19, потому и предохранитель присутствует такой тоже в качестве опции. Пистолет имеет кнопку сброса затвора задержки, кстати, крайне легкую, что очень необычно для страйкера. Вот сам магазин. И вот как работает кнопка сброса затвора задержки. Очень просто. Если мы сравним, опять же, его с FN 509, то здесь гораздо жестче. А с Зигзауэром или там со Смит-Вессоном вообще сравнивать нечего. Ну, это так, к слову, это ни на что не влияет, просто маленький такой нюанс. Что бросается в глаза?
У него достаточно высоко расположена линия оси канала ствола, но если сравнить с конкурентами, то в принципе плюс-минус где-то так же. Вот мы сейчас показываем ZIG 320, или давайте покажем более объективно для теста. FN 509, ZIG. У ZIG, наверное, еще и повыше. Сам Glock 17-19, они ничем не отличаются в данном вопросе. Вот. И по логике это должно сказаться в какой-то степени на более жесткой отдаче. Но это по логике. А в реальности там дело обстоит несколько иначе. Следующий момент. Ручка имеет сменную накладку сзади, которая позволяет регулировать достаточно существенно по объему обхват пистолетной ручки. Кнопка сброса магазина здесь у меня стандартная, ничем не примечательна. При моих длинных пальцах позволяет нажимать кнопку, не разбивая хват. Опять же, это можно сделать у любого современного пистолета, кроме FN 509. У FN 509 приходится разворачивать, да еще и усилия гораздо больше. Следующей отличительной чертой является наличие неплохих насечек. Но сейчас это уже, скорее всего, правило хорошего тона, делать насечки как впереди, так и сзади, потому что еще какое-то время назад, еще там 5-7 лет, этим даже и не пахло, что вызывало определенные неудобства. Потому что так как пистолет является страйкером, он предусматривает постоянное ношение патронов в патроннике, и быстрое, или если не, хотя бы не ношение патронов в патроннике, то подразумевает быстрое его извлечение. Вот этот момент досыла патронов в патронник здесь учтен и выполнен неплохо. Я не скажу, что они самые цепкие, они прям, наверное, ну такие средние. Если сравнивать его с FN 509, то вот как раз это король таких насечек. То есть здесь такие насечки, которые позволят ободрать кожу, но тем не менее дослать патрон-патронник более надежно. У ЧЗ по 10F, ну, по 10C такие же насечки тоже цепкие. Так вот, у Форта в этом вопросе они как бы немножко сглажены. Но я не скажу, что это плохо или хорошо, просто надо знать, что они немножко сглажены. Вот, ну, пока на этом все. Переходим к самым интересным вещам. Бог с этими насечками, потому что они не являются критерием хорошей работы пистолета, а вот критерий хорошей работы пистолета и точного попадания — это спуск. Спуск у данного пистолета, у этой модели спуск стандартный. Здесь же у меня установлен регулируемый спортивный спуск, который имеет два гужона. Я попытаюсь вам показать это ближе. Вот если при нажатии будет хорошо видно. Которыми можно отрегулировать ход спускового крючка до срыва и после. То есть сейчас я вам покажу, вот четко выражена первая ступень и вторая ступень. И ход этих ступеней обеих можно отрегулировать. Что касается усилия спуска, то на данном пистолете спуск был отполирован его владельцем. И вот, кстати, вот обратите внимание, насколько больше длина базового спуска. Вот таким нехитрым манипуляциям можно сделать его очень четким. Он и так очень четкий. Повторюсь, сейчас я вставлю видео, где я стреляю по воздушным шарикам. Шарики болтаются в центре экрана. До шариков дистанция большая, метров 80-90. Да, все. Ничего, подбежишь, потом дострелишь. И на базовом спуске неполированном это позволяет их сбивать. А вот на доведенном спуске пистолет стреляет еще лучше. Так вот, спуск — это сильная сторона данного пистолета. Частота обработки спуска, которая напрямую влияет на качество выстрела, здесь на очень высоком уровне, даже у базового. Теперь давайте посмотрим, как пистолет разбирается. Это отдельная тема, это сильная сторона данного изделия. Здесь у нас есть подпружиненная кнопка, при нажатии которой мы можем сдвигать слайд вперед, затвор вперед, и получаем доступ к рамке. Пока затвор не трогаем, рассмотрим рамку более детально. Очень большие направляющие, как для страйкера, как в передние, так и задние. И подпружиненный зуб отражателя. Вот это и есть, наверное, залог точности. Ну и сам ствол, наборная возвратка с двумя типами пружин. И сам ствол. И ответная часть на затворе. Все. Вот и вся премудрость. Собирается пистолет очень просто, так же, как и разбирается. Установили направляющую пружину с возвратной пружиной и одеваем на рамку, опустив при этом отражатель.
Пистолет собран, готов к эксплуатации. Отдельная тема — это прицельные приспособления, новые прицельные приспособления у этих пистолетов. Это базовое прицельное приспособление. Сейчас я понимаю, что видно их достаточно плохо. Вот я попробую сделать так. Но поверьте, это нечто. Данные прицельные позволяют стрелять, сохраняя контроль и фокус внимания на мишени. А прицельные на прицельные можно смотреть, скажем так, не фокусом, а видеть их в размытом таком положении, что очень позитивно сказывается на скорости. Раз мы уже заговорили об эксплуатации, о скорости, давайте все-таки сейчас постреляем и уже после стрельбы непосредственно какое-то резюме в сравнении с конкурентами. Итак, мы перешли непосредственно к стрелковому тесту. Что хочется сказать заранее. Пистолет надо воспринимать не как спортивное изделие, а как пистолет, который предназначен для ежедневного ношения. И, следовательно, подходить к вопросам оценки отдачи его надо тоже с этой позиции. Достаточно ли 17 патронов для служебного пистолета в 2022 году? Конечно, достаточно. Это как бы в 2 раза, более чем в 2 раза больше. А с учетом того, что можно дослать 18 патрон в патронник и 17 поставить в магазин, в 2 раза больше, чем у его главного конкурента, на смену которому он идет, то есть пистолету Макарова. Что касается непосредственно самой стрельбы, да, он в отдаче жестковат, но тем не менее... Тем не менее, отдача контролируема и при правильном хвате позволяет развивать достаточно плотный такой и мощный огонь. Так как я оставил свой степлер в машине, мишень пришлось установить на земле. Ну, дистанция здесь понятная. 5 патронов. Я надеюсь, нашему зрителю видно. Чуть-чуть сорвал. Вниз таки сорвал один. Потому что к этому спуску я немножко не привык. Сейчас хочу показать вам так эту дистанцию. Тем не менее, для 25 метров и незнакомого пистолета спуск позволяет отрабатывать очень точно. Вот размер моей руки. И вот так выглядит попадание. Хочу сказать от себя, что в принципе при сноровке и при определенном навыке стрелять из него можно гораздо точнее. Ну и эта точность уже в принципе такая достаточная для полицейского пистолета. Давайте подведем какое-то резюме, потому что пора, наверное, заканчивать. Что хочется сказать по пистолету? Что понравилось? Во-первых, это уже не, как я говорил ранее, это не Ford, это уже нечто другое, совершенно другого уровня качества изделия, которое соответствует духу времени, требованиям времени. Если так, о хорошем. Давайте поговорим о еще его достоинствах. Это очень неплохой спуск, это действительно сильная сторона, это неплохая точность. Это неплохая обработка деталей. Я видел пистолет с пробегом более 30 тысяч. Заводской пистолет на испытаниях пробежал более 30-ки. И с ним практически ничего не произошло по-серьезному. Там какие-то мелочи в виде пружин. Ну, это на самом деле у любого пистолета такое случается. Попадались. Здесь же ничего такого не было. Минусы пистолета. Минус пистолета здесь, наверное, такой. Из-за сильной достаточно отдачи, как бы, ну, для форм-фактора. Потому что отдача у него не сильнее, чем у того же Глока, чем у FN 509. Они плюс-минус находятся на одном уровне. Но если уже придираться уж совсем, я бы хотел чуть-чуть более развитого стиплинга вот здесь. Особенно вот на этих частях пистолетной ручки. Но так как это полимер, сделать это несложно. Если мы говорим о данном пистолете как о служебном, у него есть большое количество плюсов. Прежде всего, это локальное производство. Да? И это гарантия, постгарантийное обслуживание, а также материально-техническая база, которая позволит вам заменить многие детали, если они выйдут из строя. Это цена. Цена действительно у него очень низкая, потому что за такую цену, ну, наверное, дешевле травмата. Да? Купить люгер, который к тому же еще работает, и работает долго и достаточно неплохо, это уже круто. В завершение выпуска хочется сказать, что компания Ford делает просто как бы квантовый скачок. Да? Вот за последние модели там 14 ППС, 20, 28,
доводка 19-го, реально квантовый скачок, тот же Ford 230 пистолет-пулемет по отношению к тому, что было раньше. Если они продолжат в таком же духе, выдержат это же качество, планку которого они взяли вот за последние буквально 1,5 года, я думаю, что успех у данного изделия гарантирован. Я же со своей стороны очень доволен тем, что он есть у нас в клубе, что мы можем с него нажимать. Он пока показывает себя очень хорошо на фоне конкурентов, потому... Да, он не стал лучшим. Я не говорю, что он лучше. Он не стал лучше, там, чем CZ Shadow 2, например, в стрельбе, или там Zigzauer 320. Но ему не надо становиться лучше. Он не хуже, чем остальные, при этом дешевле. Поэтому спасибо за просмотр. Подпишитесь обязательно на канал. Выскажитесь, если есть что сказать. Пока.